Путешествие на самолете скучно, на велосипеде трудно, а с рюкзаком тяжело. А как насчет кругосветки на самом худшем на Земле автомобиле? Именно так и поступил герой нашей сегодняшней беседы, которого я случайно встретил в Бангкоке, в самый разгар его безумной затеи, и просто осыпал вопросами. Итак, смотрим. Это худший автомобиль, который вы только можете представить. Как я и говорил неоднократно в своих выпусках, самое интересное в моих путешествиях – это люди, встречаемые на пути. Авантюристы, пробующие эту жизнь на зуб любыми способами. Они бросаются в приключения с такой жаждой, что порой даже страшно, что ими движет. У каждого, конечно же, своя история. Каждый выходит из своей зоны комфорта и задает свои вопросы этой жизни. Я думаю, именно это и меня в свое время заставило отправиться в путь. И вот, во время моего 16-месячного путешествия вокруг Азии, в череде городов и стран, в какой-то момент я оказался в Бангкоке. Бангкок – город очень большой. Территориально раскинут на большой площади и опутан сложной системой дорог и флайоверов. Повсюду пробки и проблемы с парковками, что для меня, желтым, очень важно. Поэтому, когда мне удалось поселиться в небольшом и приличном отельчике недалеко от самого центра, да еще с небольшим двориком, где я оставлял желтого, я несказанно обрадовался. Каждое утро я спускался пить свой кофе с традиционной яичницей и наблюдал, как местные фотографируются на фоне желтого странника. Но однажды утром во дворе появился конкурент. Странного вида автомобильчик, тоже наклеенный всевозможными наклейками и упакованный туристическим шмурдяком. Вечером того же дня мне удалось познакомиться с его владельцами. Это пара кругосветчиков из Польши, путешествующих на винтажной польской машине. На машине без кондиционера через пыльную Азию минимальный комфорт и максимальная острота впечатлений. Естественно, я их осыпал миллионом вопросов. И, естественно, записал для вас небольшое интервью с этими авантюристами. Мы всегда мечтали отправиться в кругосветное путешествие. И как только мне пришла мысль сделать это, я сразу понял, что нам поможет в этом большой Fiat. Другого варианта и не было. Мы много путешествовали на нем, хоть я и никогда не питал страсть к старым машинам. И вот, спустя 3 месяца подготовки и сборов, мы тронулись в путь. Это Павел. Я встретил его сегодня в отеле. Он кругосветный путешественник на автомобиле. Здесь он со своей женой. Я попрошу его рассказать пару слов о его путешествии и про этот красивый автомобиль. Да, скажи, есть ли имя у этого автомобиля и сколько ему лет? Это польский Fiat. Он выглядит как очень древнее авто, но это авто из начала 90-х. Мы едем, как и Влад, в кругосветное путешествие, но маршрут чуть поменьше. Мы хотим сделать полный круг, 10 месяцев, плюс-минус 10 месяцев, возможно, год. Мы выехали 5 месяцев назад из Польши, предстоит еще более 5 месяцев дороги. Хотим показать, что даже на плохом автомобиле, а это худший автомобиль, который вы только можете представить, даже на плохом автомобиле можно объехать мир. Если вы мечтаете сделать что-то такое, то ничего не может тебе помешать. Да, именно, никаких отговорок. Я имею в виду, если ты этого хочешь, просто сделай. Действительно ли это самая худшая на Земле машина? Как о ней говорит Павел. В таком случае выбрать такой транспорт для пыльных разбитых дорог через всю Азию звучит как полное безумие. И я, так же как и вы сейчас, оказался полностью заинтригован. Давайте посмотрим поближе на этот автомобиль. Много таких автомобилей сейчас есть в Польше? Нет.
Или это полностью ретро? Это скорее классический автомобиль. Если вы будете идти по улице, вы не увидите таких авто. Вообще, мы собираемся на мероприятия для любителей таких авто. Я живу в Познане, и каждую неделю по выходным там собираются любители классических авто. Обычно такого не встретишь. А были специальные какие-нибудь приготовления к путешествию? Да, конечно. От старого автомобиля только кузов и салон. Все остальное новое. Это не значит, что все от других авто. Только тормоза. Немного приподнята подвеска, и вся ходовая немного увеличена. Колеса и больше ничего. Я вижу большие ящики, а что в них? В этом инструменты. А в том запаска. Приходилось ими пользоваться? Совсем немного. У нас есть запасное зажигание. Из-за того, что в разных странах разное топливо. Это проблемное место. Вообще, она не выглядит как самый худший автомобиль в мире. Может, поэтому с ней так много проблем? Все потому, что она в хорошем состоянии. Я имею в виду, она плохая не потому, что часто ломается. Плохая, потому что сложна в управлении. Сложно водить, сложно тормозить. Много таких мелочей. То есть дело все в удобстве, да? Много маленьких деталей. Вот как окно. Оно падает вниз, потому что сломано. Ага, ну, в русских машинах все то же самое. Итак, я уже понял. В планах Павла и его супруги была кругосветка в буквальном смысле слова. У них не стояла задача посетить все континенты или собрать все страны. Они хотели просто обогнуть весь земной шар по кругу. Давайте уже узнаем, как выглядит их маршрут. Может быть, ты поделишься с нами и расскажешь пару слов про свой маршрут? Мы стартовали из Польши, шли вниз через Балканы до Турции. Из Турции в Иран, Пакистан, Индия, Непал, Мьянма, Лаос, Камбоджа и вот Таиланд. Далее до Малайзии. Из Малайзии в Северную Америку. 2-3 месяца покатаемся там, далее Португалия и назад в Польшу. Это наш план на следующие 5-6 месяцев. Слушай, звучит очень здорово. А когда ты планируешь возвращаться домой? Через 5-6 месяцев. Слушай, а расскажи, что тебя больше всего прям впечатлило в поездке? Сложно выделить что-то одно. Иран был для меня сюрпризом. Иран сильно впечатлил, потому что Иран представлялся мне очень закрытым, нетолерантным и очень религиозным обществом. Но все совсем наоборот. Люди очень открытые, очень либеральные. Не либеральное только правительство, а люди очень открытые. Это было сюрпризом. Я про большие города. На контрасте с восточной и западной Турцией, где довольно религиозное, консервативное и закрытое общество, Иран очень открытая и современная страна. Очень хорошие города, хорошие дороги, хорошие кафе. Да, это очень впечатлило. Это оказалось удивительным, правда? Не мог бы ты сказать моим подписчикам несколько мотивационных слов? Я потому что просто постоянно сталкиваюсь с вопросами, с чего начать лучше, или я боюсь того или этого. Скажи, пожалуйста, несколько слов.
Я скажу так. Если вы мечтаете о путешествиях, просто начните. Откройте интернет, откройте Facebook. Есть много групп в Фейсбуке, где люди показывают много историй о путешествиях. Если вы хотите в Таиланд, там методички. Что делать, что выбирать, куда пойти, где спать. Люди покажут, где остановиться, где безопасные места, даже на авто. Путешествовать в наше время супер легко. Просто нужно делать, быть немного подростком. Спасибо тебе большое, дружище. Я желаю тебе удачи в поездке и хорошего путешествия. Взаимно. Спасибо и тебе. Такая вот история. Замечательный челлендж себе придумали ребята, правда? В который раз убедился, настоящие путешественники немножко не от мира сего. И в который раз убедился, отправляются они совершенно не для комфортного перемещения из пункта А в пункт Б. Здесь речь немного о другом. Я думаю, одна из причин такого подхода в том, что в какой-то момент у тебя накапливается много вопросов к жизни, к окружающему миру и к самому себе. И становится крайне важно понять, кто ты, из какого теста ты сделан, где границы твоих возможностей. И чем неожиданнее и тернистей будет путь, тем точнее ответы на все эти вопросы. Жизнь каждого человека само по себе уникальное путешествие. И я от души желаю, чтобы испытания вас ждали только в тех приключениях, на которые вы отважились сами. Пусть все у вас складывается хорошо. Как всегда, я жду вас в комментариях. А пока я прощаюсь с вами. Не забудьте поставить лайк и колокольчик, чтобы не пропустить новые беседы с еще более интересными героями. It's a mad orchestra that he is forced to conduct. He thinks that